Здравствуйте, рада всех видеть. Сегодня у нас мастер-класс по розам. Вот они у нас, ну вот, прям самые-самые классические, да? Вот. Розовые. Настолько нереально реальные, да? Вот настолько они очень такие выразительные, да. Ага. Да, и единичку. И единичку. Вот. А хотелось узнать сегодня, кто первый раз пишет картину маслом? Все знакомы, да? Я вот на стихи написала, вот такую нет. Ага. Первый раз на стихи одну. Одну розу, да? Хорошо, тогда вот, ага, хорошо. Вот. Хочется, чтобы мы все вместе еще поприветствовали наш прямой эфир, потому что к нам еще в прямом эфире присоединяются к нам, да? И мы в следующий раз их здесь ждем. Давайте их поприветствуем так вот, чтобы, что мы рады, что они к нам присоединяются. Жалко, что мы их не видим их работы, как они там, какой у них результат получается, да? Но будем ждать, да, их в студии. И у нас такие вот розы. Цветовая гамма наша сегодняшняя идет. Мы писать будем кисточкой. И цветовая гамма идет белила, сиена, вот это натуральная, кадмий желтый, оранжевый, красный, розовая, неаполитанская, бордовый цвет, веридоновая зеленая и церулиум, голубой вот этот цвет, и умбра жженая, темно-коричневый цвет. Будем наносить мы рисунок тоненькой кисточкой. Для тех, кто первый раз пишет картину, или вот, кто вот в эфире там смотрит, кто первый раз, напоминаю, что картина состоит из основного рисунка, вот у нас розы, да? Вот, потом мы закрываем этот белый холст пятнами цветовыми, и в конце мы уточняем наш рисунок. Сегодня хочется писать розы, знаете как? Не будем мы наносить четкий рисунок, вот все вот эти лепесточки, да? Мы сначала закроем, вот с одной стороны, видите, роза, всегда вот живопись всегда состоит из света и теней, да? Верхняя часть светлая, нижняя, светлая, темная, имею в виду, мысли, да, поняли, да? Светлая, вот темная часть, солнце у нас идет с левой стороны, свет, да? Вот. Мы будем закрывать их общей вот там цветовым пятном, серединка у нас будет такого темного, то есть из 3 оттенков, да? А потом уже тоненькой кисточкой мы будем поверх вот рисунок делать. Это тоже интересный такой подход, и сегодня мы так вот и попробуем, да? Вроде бы все, да, можно начать. Вот. Будем наносить мы цвет, общие такие формы, да, вот смотрите, вот если взять картину нашу, да, видим, что вот серединка нашей розы, она по середине почти нашей картины, центральной нашей точки, видно, да, вот серединка, потом идет вот овал такой у нас, да, вот большая, старайтесь, что слева от края вот осталось там пространство, что справа, да, и вот верхняя роза, она вот это смотрит чуть влево, да, под наклоном, а верхняя, она прямо вверх смотрит, да, вот то, чтобы направление тоже было, и бутончик тоже такой вот интересный. И так, чтобы мы ориентировались можно найти вот эту центральную точку, 2 линии такие, под которыми мы будем ориентироваться, и будем наносить рисунок тоненькой кисточкой. И давайте на сегодня возьмем вот этот кадмий красный. Так, взяли палитру, взяли масло, у всех масло есть. Масло.
делаем такой жиденький замес. Жиденький замес и берем кадмий красный, вот этот алый цвет. Вот он. Так. Находим также посередине нахожу центральную точку, можно найти вот так, тоненькую линию провожу, посерединке одну вертикальную, совсем еле заметно ее можно наносить. И, да? И вот видим, что вот центральная наша точка, вот картина, вот здесь идет у нас серединка, сердцевина вот этой розы, да? А сама роза, если взять ее вот в каком направлении, вот она вот прям вот так, под таким наклоном, да? И будем писать общую форму. Сейчас такой овал напишем, да? Вот самые верхние точки, сверху, сбоку, снизу, да? Вот если взять серединку, вот она у нас вот здесь вот прям находится в нижнем углу, вот здесь вот, чуть выше центральной точки. Чуть-чуть. Так. Центральной точки. Потом дальше идет у нас такой общей формы. Смотрите, верхняя часть розы, вот верхняя часть, вот этот лепесточки, да, если мы возьмем вот этот кусок, то получается ниже середины. Вот если взять серединку, вот то ниже серединки. И такой вот овал получится у нас. Да? А здесь, наоборот, вот получается, вот если вот нижнюю часть картины брать и делить напополам, да, вот, то чуть ниже. Вот получается чуть ниже. И получится у нас начало такой вот грубый овал. Вот такой вот грубый овал. Сначала так. Дальше, какой вот, чуть-чуть вот так вот. Грубый овал. Теперь, смотрите, будем вот этот, и верхнюю розу, давайте сразу вот так ее напишем. Тоже старайтесь здесь, видно вот лепесточек вот этот левый, вот здесь вот левый, да, он немножко заходит за вот эту линию, да, и вот здесь тоже такой вот приплюснутый овал. Вот так. То есть немножко наша большая главная роза поверх, вот немножко вот верхняя роза за главной, овал, такой вот, смотрите, старайтесь, вот смотрите еще, девочки, видите, она почти до краев, да, вот так, чтобы общий, большой размер. А теперь мы будем уточнять вот эти края вот всех этих лепестков. Вот, например, отсюда, откуда начинается роза. Вот с нижней части, вот эта нижняя часть, вот видно, да, немножко вот так разделим, вот вправо-влево, вот раздробим вот эту линию. Вот так вот получится у нас, да? Так. Потом, пока вот такие. Потом, смотрите, поскольку у нас идет, смотрите, вот так вот покажу так. Здесь идет у нас общая линия, да? А здесь вот у нас разделены лепесточки, да? Вот они разделены. Здесь немножко не видать, вот. Но мы как бы форму вот отсюда вот берем. И смотрите, вот слева, вот здесь, вот этот, здесь немножко мы убираем, вот уточняем. Видно, вот с нижней, горизонтальная, чуть ниже.
Вот так вот оставляем, а верхнюю линию чуть-чуть вот так сужаем, и получится у нас вот такой вот уголочек. То есть общую форму этих вот, общий контур розы уточняя. Вот сюда вот лучше вам смотреть. Вот то, что мы... Я поняла, за вами не видно, не всегда видно. Не, ну я же показываю, вот смотрите, девочки, потому что у каждого свой почерк, и мы вот как бы пошагово идем, вот я же показываю на картине, что мы делаем, да, вот старайтесь все-таки ориентироваться по этой картине, чтобы вам понятнее было, хотя бы вот копировать то, что вот видим, да, показываю, вот сюда, вот этот уголочек, потом идет чуть выше, разделяется, да, вот здесь вот этот кусок, вот он. Угу. Да. И вот контуру вот этой розы немножко вот форму придаем, вот как эти вот лепесточки вот так идут. Так. Вот здесь у нас пошла вот этот лепесточек, потом чуть-чуть вот уголочек маленький, да, вот еще какой-то лепесточек, вот теперь вот этот круглый, вот этот кусок круглый, да, вот он уходит почти вот сюда уходит. Форму пока, общая форма вот этой розы. Вот здесь, вот этот овал, смотрите, вот сюда вот так, вот это и есть вот лепесточек, вот он. Дальше вот край тоже нижний, вот он сюда уходит. Общий. И то же самое с, да, и то же самое с верхней розой. Да. Пока, да, вот. Дальше. Вот так. В процессе, когда мы будем закрывать цветом, нам еще лучше будет видно, да, еще больше там какие-то плюсы, минусы, где-то что-то можно убрать, где-то что-то добавить. Теперь вторая роза. Если, смотрите, если взять общую высоту вот этой розы, вот общую высоту, видно? Ну, которая вот она, высота, да? Ага. Видно, серединка находится чуть выше, вот здесь, чуть выше общей вот нашего этого овала, вот здесь вот так, примерно вот так сделаем. Угу. Так. Так, А здесь у нас серединка, вот здесь она. Так, где? Угу. И также уточняем мы вот эту форму. С нижней части вот идет лепесточек, здесь он выходит за рамки, вот он, вот здесь. И верхние вот этот край, вот верхний. Видно, да? Здесь вот тут уголочек такой вот идет. Еще там один лепесточек. Потом вот круглый вот этот. И совсем один лепесточек, вот он сюда уходит. Здесь у нас еще будет вот этот передний лепесточек, видно, да, вот, вот он, ну, мы потом еще напишем его. Он немножко выходит за рамки вот общей линии. Вот так. Общая линия. Угу. И потом такой вот малюсенький бутончик. Такой маленький бутон.
Понятно с рисунком, да? Бутон. Мгм. Бутон. Вот он. Мгм. Хорошо. Мгм. Да. Мгм. А потом у вас будет еще вот это, да? Вот так должно быть, чуть-чуть пониже. Чуть-чуть покрупнее. Овально, да, да. Ну что, идем дальше, да? Ах, размах. Размах. Ага. Хорошо. Я в линиях уже запуталась. Ну, мгм. По центру, ну вот, вот он. Раз. Девочки, вот самое главное, чтобы, вот самое главное, вот ориентир у нас будет какой, когда мы будем дальше строить эту розу. Главный ориентир будет вот это разделение. Видно? Вот, сколько бы отсюда вот идет, вот это разделение у нас будет самое вот, главное. И можно вот еще, чтобы вот эти линии не совсем такими, ну, ровными были, да, вот здесь вот, например, вот нижняя часть, да, как бы вот идет волнистая вот это, не прямо ровненькая, да, а можно вот так вот сделать более так, волнистые, да. С одной стороны и с другой стороны. Если какие-то линии не лишние, тканевая салфетка есть, окунули в масло и так слегка вытираем. Если лишние линии там, например, да? Где-то тут. Например, так. До конца не стирается, да? А вот, но будет понятно, что у вас они лишние. Вот так. Говорила, линии вот эти, видно, вот этих главных лепестков, они неровные. То есть немножко волнистости придаем, видно, вот так вот. Немножко так, чтобы они изначально немножко так вот. И теперь лепестки. Не лепестки, а листья. Вот отсюда и начинается роза, да, вот если взять хвостик, вот сюда вот так. Отсюда и начинается вот роза и хвостик. Вот если взять вот так, вот можно сразу хвостик наметить себе вот. Вот здесь вот утолщение такое немножко идет, да. Потом возьмем с этих самых близких, вот на первом плане у нас вот один листочек, он немножко вот смотрит вверх, да? Вот, начинаю вот серединку нахожу, а потом вот пишу нижнюю и верхнюю часть. Вот так идет. Второй листочек, он прямо вот почти горизонтально идет, вот сюда.
И еще один маленький, вот этот зелененький, который совсем с левой стороны. Такой вот малюсенький. Угу. Еще один, смотрите, вот здесь. Вот, ну, совсем тут вот его мало видно. С левой стороны. Ну, это уже цветовые пятна такие, да? Угу. Как дела? Угу. Отлично. Ну, хорошо. Все. Ага. Все. С рисунком все успевают, всем понятно, да? Так. Нормально? Все. Хорошо. Ну что, теперь идем дальше, да? Но можно вытирать палитру. Можно ее вытирать. Начинаем мы с фона, да? Мы уже давно написали. Да. Все. Общий. Он ближе к... Правильно, первый раз сделали. Так. И начинаем с фона. Тонким-тонким слоем, вот смотрите, видите, вот из зелень, да, вот здесь вот зелень идет, сам фон, он такой вот коричневатый, оранжеватый там, да, потом поверх будет у нас это зеленая листва. Старайтесь, чтобы не очень-очень так жирненько наносить цвет, да, большую кисть взяли, да, немножко масла возьмем. Немножко масла, чуть-чуть вот сиены, вот этой мы с цветовой гаммой знакомились, да? Вот, немножко вот такой сиены. Да. И капельку оранжевого цвета, немножко оранжевого цвета. Вот так. Видно, да? И будем вот таким тонким слоем закрывать вот здесь под листвой, тут вот здесь вот этот почти вокруг листвы, ближе к розе. Ну, вот закроем вот этим оттенком. Сиена натурально и немножко оранжевого цвета. Вот сюда вот закрываем, вот у нас еще красноватый оттенок будет. Поменьше масла тоже старайтесь, чтобы не много масла у вас было. Нет, листочки какого цвета у нас? Можно даже этот правый угол, что с одной стороны, что с другой стороны, пока закрыть таким цветом оранжевым, а потом мы прямо на холсте добавим светлого.
Вот так закрыли. Да. А потом возьмем капельку белого. Вот. И смотрите, где вот здесь с левой стороны, вот немножко, с левой стороны, ну чуть-чуть с правой стороны добавим таких вот светлых каких-то бликов. Вытираем слегка. Но пока вот и таким темным цветом, сиена натуральная плюс оранжевый, мы еще немножко поднимемся вот здесь, вот где у нас левая часть вот розы, вот смотрите, здесь почти до середины холста. Почти до середины холста. Оранжевым можно. Почти до середины холста. Да. И этим же цветом вот сюда немножко, можно чуть-чуть даже темнее его, вот побольше сиены натуральной, да? Вот здесь с правой стороны, где у нас роза пойдет, с правой стороны. Если чуть больше сиены, вот чуть-чуть темнее получается. Если в этот замес коснуться вот такого красного, которым мы нанесли рисунок, видно? Красноватый оттенок, вот тоже можно взять его вот, и добавить вот сюда вот красноватый тоже на фон. Чуть-чуть коснуться, смешивать. Угу. Вот сюда вот так прямо в этот ухлистый добавить такой красноватый оттенок. Угу.
И идем дальше, да? Вот теперь можно взять чуть-чуть вот такого салатового цвета мы сделаем, да? На палитре, ну, слегка можно эту кисточку вытирать. Можно взять немножко желтого, вот так вот, немножко желтого, и капельку, вот совсем капельку голубого. Желтый и голубой. Чуть-чуть масла. Такой он салатовый немножко получается цвет, видно? Ну, поскольку кисточка у нас в таком цвете, вот он такой вот получается зеленоватый оттенок, да? Да, одной, вот здесь с правой стороны, вот дальше продолжаем вот такой немножко салатовый такой цвет. Получается, когда мы смешиваем, смотрите, с предыдущим цветом, тоже слегка такой красивый, с красноватым таким оттенком, получается какой красивый цвет. Ага, вот сюда желтый и капельку голубого. И тоже соединяем с нижним цветом, предыдущим. Я остатки цвета, который вот этот салатовый такой цвет, да, можно вот сюда и еще немножко вот с левой стороны так вот слегка смешать. Да, вот. Вам такой цвет хочется, да? Да. Ну, пусть будет, если поярче. Ну, все равно я чуть-чуть добавила желтенького. Но если вам хочется так, может, чуть-чуть желтенького. Ага. Ты можешь сюда прям. Чуть-чуть голубого. Голубого чуть-чуть. Желтый. Желтый. Ну, а желтый там основной идет. Угу. Салатовый. Светлый салатовый цвет. Чего? Ну, пусть. Вот сейчас мы еще у нас розовый там будет. Ну, соединяем вот тут все это по ходу вот так вот. Угу. Ну, здесь вот тоже. Пусть. Так он не должен быть. Вот так слегка, лучше вот полсантиметра. Ага. Девочки, и соединяем вот эти оттенки, чтобы у нас не было границы. Чтобы не было границы между ними. Можно потом сухой такой кисточкой, почаще вытираем ее и соединяем. Так растушевываем мы этот фон, чтобы мягкий такой переход был. Идем дальше. Помыли кисть. Помыли кисть. Теперь верхняя часть. Хорошенько надо ее помыть. Кто умеет петь? Чтобы такой тишины не было. Ну, Можно с телефона, мне кажется, какой-то налить. Нет, у меня очень быстро все. А? У меня все быстро. В ритме таком, да?
Да, тут такая тишина, ну, такое, ну, так скажем. Это тоже музыка, да? Творческая. Посапывание. Мгм. А кто писал на стихи нам? Да? Когда там кривая, тоже так интересно, да? Вот звуки живописи. Ага. Помыли кисть? Ага. Ага. У меня ядовитые, а чуть как бы не сгладить. Ну, вы чуть-чуть посмелее. Вот этот цвет взяли, вот желтый, ну, вот так желтый, и капельку голубого. Вот так посмелее немножко. Да, но мне ядовитые. Нет, ну вот смотрите, вот видите красный цвет, он у вас должен быть, чтобы не очень-очень видно, смешивается с красным, и он получается красивый. Какой-то чумазый. Мгм. Так. Я ее успокаиваю, говорю, что она все чумазый, да нехороший. Вот. Чистая кисть. На палитре нахожу чистое место. И смотрите, вот теперь слева, справа и слева, вот у нас будет такой очень нежненький, красивый цвет, а вот этот угол, серединка, то есть вот от темного все светлее, 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 да, вот здесь вот кусочек будет, ну, совсем светлый, да, чистая кисть, белый цвет, берем белый, вот так, да, капельку желтого и капельку розового цвета. Получается такой персиковый красивый цвет, желтый. Чуть масла, желтый и розовый. Вот такого светлого, что вот желтый, а потом еще добавляю розового цвета. Видно? И вот этот красивый такой оттенок пойдет у нас вот сюда и вот сюда, вот так. Вот почти. А вот этот уголочек оставляю желтый и розовый. Капельку масла. Потом буду соединять вот эти оттенки. Очень светлые. А вот здесь вот этот кусочек, вот, который есть, я сюда добавлю чуть больше белого, чтобы он совсем такой светлый был. И закрываю полностью уже сам холст, весь холст. Видно вот разница уже, совсем светлый. Потом будем аккуратненько соединять их. Вот с левой, с правой стороны, вот так аккуратненько вот эти оттенки соединяем. Почаще вытираете кисть. Вот смотрите, когда соединение вот тут идет,
Вот с одной стороны, с другой стороны. Почаще вытирайте кисть, чтобы не спускаться вот вниз за этим светлым-светлым оттенком. Чаще вытираем кисть. Да. Нам сначала надо закрыть фон, а потом мы будем поднимать картины, посмотреть, какие, что, где надо добавлять и как смешивать. Сначала закрываем фон. Угу. Закрыли? Практически. А вот скажите, пожалуйста, а вот чтобы к лепестку подойти, так трясти кистью, ничего, что здесь беленькое, или нужно ему прям? Нет, не обязательно. Если там вплотную не заходим, наоборот, не надо. Да? Мы пока вот сейчас с фоном. Вот фон закрываем. Ага. Угу. Закрыли? Угу. Вот. Вот так, чтобы, смотрите, девочки, чтобы не было четких линий. Видно, как плавненько переходит? Да? Если, смотрите, у кого есть такие вот жесткие переходы, да, соединяем. Очень хорошо. Очень хорошо. Угу. Угу. Теперь вот эту зелень, как он? Вот смотрите, то же самое. Вот вы нанесли. Очень, смотрите, какие красивые оттенки. Смотрите, какие яркие. Да? Как свежо. Ага. Вот теперь вот сухой кисточкой вот эти оттенки, вот здесь вот у нас же кусочек будет, вот теперь вот этот оттенки сухой кисточкой, да, но у вас и так чуть-чуть маслица, потому что у вас мало. Если не смешивается, не растушевывается, капельку коснитесь в масло, да, и аккуратненько так вот, салфетка должна всегда быть рядом, да, и аккуратненько вот так вот уходим. Вот этот зеленый цвет тоже поднимите его вот чуть выше. Ну, так очень красивые оттенки. Так. А представляете, рядом с этим салатовым цветом, когда будет розовый, это просто будет... Ага. Так, ну что, идем дальше. Ну все, у всех все хорошо. Ага. Да, самое главное, чтобы у нас вот... ну чего, как твои дела? Хорошо? Сухой кисточкой, да? У тебя салфетка какая-то хитренькая. Ага. Ну, видишь как, хорошо.
Мгм. Так, теперь листва. Мгм. Теперь листва. У нас идут самые-самые такие темные оттенки. Мы сначала будем их закрывать темно-темно-зеленым цветом, а потом поверх добавим бликов. Давайте постараемся этой же кисточкой, потому что вторая кисть у нас пойдет для розы. Вот помыли ее, хотя можно и другую. Ладно, возьмем вот эту, среднюю плоскую, вот среднюю плоскую. На палитре нахожу чистое место. И беру веридоновую зеленую с этим коричневым. Так, самый-самый такой темный цвет получится у нас. Так, капельку масла, веридоновое зеленое. Даже можете, смотрите, я даже если места нет, вот смешиваю здесь, вот, где у нас вот эти самые темные, красноватые, вот такие, веридоновое зеленое и коричневый цвет. Вот такой вот темный получается, видно? Да, самый-самый темный, да. И закрываем вот, вот листву. Вот идет. Угу. Ну, конечно, всегда чуть-чуть масла надо. Да? Вот здесь, где хвостик у розы, видно под нижней части, так тоже можно закрывать, прям темный цвет получается полностью. Сразу хвостик можно наметить вот сюда, так, да? Угу. Старайтесь, чтобы, да, все-таки зеленый такой теплый цвет был. Угу. То есть тут, смотрите, толком непонятно, что из-под розы, да, но самое главное, вот эти вот ближние наши края, они четкие, да. Из-под розы там всякие такие, вот, пятно очень-очень темное. Даже полностью можно закрыть вот этот кусок. И здесь еще вот идет этот листочек. Но он такой вот более размытый. Видно? С правой стороны. И да, закрыли. И смотрите, потом вот мы с правой стороны, где у нас вот здесь край вот это лепесточка, смотрите, вот здесь, где вот этим цветом, но поменьше краски беру, чтобы не прямо жирно было, да,
слегка вот так по фону вот этому ближе, вот так немножко растушевываю, размазываю вот таким цветом, да? Видно, там можно пальчиком даже слегка так помягче сделать, чтобы правая часть фона все-таки чуть-чуть потемнее, еще темнее было. Края, вот четкие края у листьев, девочки, только с ближней нашей стороны, вот они более выразительные, вот здесь, видно, вот здесь, вот эти ближние, дальние вот края, вот, они более размытые, вот и здесь фон тоже самый, вот так вот, где-то что-то там, какая-то листва есть, и цветовые пятна. И если смотреть вот если смотреть на розу с левой стороны, вот смотрите, вот этот листочек, да, вот между, чуть выше, тоже есть какие-то вот пятна зелененькие, видно? Тоже мы, чтобы вот фон более, видно, такой вот помягче был, вот сюда тоже какой-то, где-то там далеко, тоже листочек в фоне добавим зеленого цвета. Вот прям слегка вытираю вот зеленый цвет с кисточки, вытираю зеленый цвет с кисточки. Одну секундочку, да. Чуть-чуть красненького взяла, вот прям такой зеленой кисточкой, чуть-чуть красненького взяла. И вот здесь с правой стороны тоже добавляю, вот видно, какие вот они, более зеленый с красным, чуть-чуть коричневый, да. Да, вот под листиком, да, вот чуть-чуть вот так вот добавляю. И еще этот цвет тоже под листиком, видно вот здесь вот на первом плане, видно, да? Вот это пятна такие вот под фон. Потому что видите, да, что хвостик у розы, но не прям такой вот, это как тени вот сюда вот так пойдут у нас. Не прям такой выразительный, поэтому такие вот пятна добавляю. Листва. Мы потом добавим солнечные оттенки. Ну, если вам хочется так, то можно тоже светлые. Как дела? Идет? Да, вот так красиво. Хорошо, да. Но давайте, да. Девочки, вот, смотрите, девочки, у кого есть вот так, я говорила, да, вот видите, вот нижняя часть, из-под розы прям темное-темное пятно, закрываем тем темно-зеленым цветом, вот, закрываем темно-зеленым цветом, вот здесь вот эта часть, вот она должна быть полностью закрыта, потому что роза светлая на темном фоне должна быть. Понятненько? Вот если у кого-то есть такие моменты, да, да, то закрываем ее вот таким темно-темно-зеленым. Вот здесь вот видно вот разделение. Пусть дальняя часть вот этого листочка, вот более он розы длинненький, да, вот полностью здесь вот закрываем вот здесь, а края ближние, они более выразительные, а там вот какая-то еще листва, видно, вот так на картине. Хорошо, хорошо.
И еще старайтесь от такой вот, ну, можно чуть-чуть вот то, что я говорила, зеленый плюс коричневый, или можно вот этот, вот чуть-чуть вот так потемнее тут сделать сюда, немножко вот сюда, чтобы вот, видно, даже так можно втирать, так слегка, чтобы тоже тени там были. Или будем можно вот этот листочек, который у нас есть левый, да, вот смотрите, левый, слегка вот продолжить и дойти до, ну, следующего, видно, вот так, соединить их прямо. Прямо их соединим. Потом добавим, разделим, добавим светлого, и как раз у нас будут такое единое целое. Да. Да, хорошо. Ага. Так. Дай-ка посмотрю на твою красавицу. Вот здесь с правой стороны тебе лучше вот чуть-чуть вот здесь вот этот кусочек добавишь немножко желтенького. Сейчас мы все вместе, вот так, чтобы не очень-очень яркое пятно было. Хорошо? Вот сейчас мы все вместе это сделаем, да, но я тебе показываю вот прям четко вот здесь, чуть потемнее, посветлее будешь делать, да? Хорошо. Теперь смотрите, я беру вот этот салатовый цвет, который мы кисточку немножко вытираем. Ага. Девочки, видите, листва какая крупная снизу? Видно? Вот прям тоже старайтесь, вот если у кого там слишком мелкая, но я не вижу, чтобы у кого-то она прям совсем мелкая, да? Вот так, чтобы она прям крупная. И с правой стороны тоже очень хорошо идет более темный фон, видно? Так, что идем дальше. Пока не вижу ни у кого так особо. Беру желтый цвет, кисточку можно помыть, ее слегка. Эту же кисть, с которой мы... Сейчас добавим немножко бликов на листву. Вот этот салатовый цвет, который мы делали, да, желтый и капельку голубого. И капельку голубого. Кисточку старайтесь, чтобы она более-менее чистая была. Так, час только, да, у нас прошел? До перерыва у нас еще полчаса. Какие мы молодцы. Теперь смотрите, вот беру желтый и чуть-чуть вот этого салатового, то есть церулиума, чуть-чуть. Капельку масла. Так, смешиваю. Получается, видите, салатовый такой цвет. Салатовый цвет. И добавляю я в эту листву, смотрите, вот этот более-менее такой светлый, да, и то вот серединку я трогать не буду, да, и вот из-под листвы тоже остается темный цвет. То же самое тут, видите, вот я буду делить так примерно вот так напополам, вот, и только вот правая, то есть ближняя часть, ближе к нам, более светлая, и здесь то же самое, вот видно, разделен на две части этот листочек, ближняя наша часть светлее, и чуть-чуть вот так поверх, вот по центру, да? Отлично, вот взяли вот такой вот салатовый цвет, и здесь вот этот,
Начнем с левого листочка, да? Вот так вот делю напополам, светлым уже, вот салатовый цвет. Можно чуть-чуть добавить белого, но старайтесь очень осторожно с ним, чтобы он у вас не белесый такой получился, да? Чуть-чуть можно. У кого, если у кого-то там вот очень такой вот получился очень холодный цвет, он красивый, но немножко холодненький, с краешку добавьте желтенького. Вот. Разделила напополам. И вот так вот можно добавить. Почаще можно вытирать, потому что сразу в этот, кисточка набирает темного цвета. Можно от краев, чуть-чуть белого, но только говорю, много не добавляйте, чтобы не был белесым таким, но голубого, салатовый, красивый. Очень яркий. Так вы тоже яркая. Так у вас так... Желтый и немножко голубого. И капельку белого. Да, вот он более такой вот. Старайтесь из-под розы, там темный цвет остался. Видно? Чтобы остался. Только кончик идет у нас салатовый, светлый. Хорошо. Хорошо. Теперь вот этот листочек, который у нас вот первый, то есть, второй и третий вот так возьмем, да? Вот я его тоже делю напополам, вот так вот идет, да? И я добавляю вот этот светлый цвет только с ближней части нашего листочка, да? Вот так. Видно? Одна половинка темная, а вторая светлая. Да посмелее, да сделайте вы его побольше. Я так боюсь. Да посмелее. Вот вы салатовый цвет, сделайте его, вот он, вот он. Вот половинка. Куда вы там все прячетесь? Да вон, смотрите, какой он крупный. Вот он. А из-под розы остается темным. Точно. Да? Все, там я вам сделала уже. Ага. Хорошо. Дайте я покажу. Видно? Смотрите, как красивенько. Да? Из-под розы вот идут темные, а здесь светлые. И так еще немножко. Так. Вот так. Вот так. И также с третьим. Желтый. Чуть-чуть белого. Тоже делю напополам, вот так разделяю. Видно, да, он немножко такой вот согнутый. И смотрите, тут как интересно, да, вот видно, вот серединка, откуда вот начинается, да, он получается как будто вот немножко вот, повернут этот листочек. Смотрите, правая часть ближе к нам, вот ближе к нам, да, вот она вот сворачивает сюда, а вторая часть, она не прямо вот как вот сердечко, а чуть вот поворотик такой вот идет, видно?
Вот так вот идет форма немножко такая. Вот сюда, ближе к нам, разворачивается и уходит в край. Как твои дела? А это что у тебя? Хорошо. Ага. Тебе такой цветочек. Все, и можешь сюда тоже немножко добавить. Вот на верхушке, вот видишь? Вот сюда тоже можешь добавить. Салатового цвета. Мгм. И также вот здесь вот тоже немножко по краю совсем. Вот здесь совсем немножко так по краю, слегка. Какой-то салатовый цвет. Здесь можно немножко. Не жарко? Не будет дуть? Смотрите, какие крупные. Ага. Вот. Дай мне сначала круг сделать. Вот тоже такие большие, крупные цветы. Такая листва крупная. Первая, вторая, третья. Вот. А? Нет, давайте сейчас у вас немножко другой размер. Давайте посмотрим издалека. Насколько у вас, вы думаете, что это мелко. Видно? О! В самый раз. Ага, в самый раз. Угу. Ну что? Ага, хорошо. И идем дальше. Пойдем дальше. Теперь нам надо будет закрыть нашу розу. Помыли кисть. Можно и первую, и вторую тоже помыть. Вот эту большую и среднюю помыли. Помыли. Теперь смотрите, вот роза наша, как я уже рассказывала, да,
Вот, она, нижняя часть, она более темная, серединка, она очень темненькая, и вот верхняя часть светлая, да, то же самое здесь. Здесь розоватый, здесь в красноватом оттенке, а здесь бордовым. Вот эти все оттенки у нас рядышком. Вот розовый, красноватый, такой бордовый, да? Большую кисть помыли, да? Большую кисть. Ну, поскольку она у нас чистенькая, начнем мы с самых светлых таких оттенков. У нас пятна будут. У нас будут пятна, да? На палитре нахожу чистое место. Нахожу чистое место. И беру вот розовый, вот этот цвет. Немножко масла. Розовый. Можно. Начнем мы с большой розы. Розовый, и я вот в нем капельку добавляю, вот там 2 волосинки прямо желтого цвета. Видно? Прям почти не видать этого желтого. Розовый цвет. На палитре нахожу чистое место. Розовый, немножко масла. И так закрываю, смотрите. Я так закрою вот эту часть. Вот серединку, вот смотрите, вот середин, это бокал вот это, да, вот он, вот серединка, да, вот у нас будет. Вот примерно вот так. Видно? Вот так. Не закрываю, а вот всю верхнюю часть и немножко вот так слева, вот с нижней части. Закрываю розовым цветом плюс капельку желтого совсем. Розовый. Вот мне удобнее, чтобы стол вот тут был. То, что я поворачиваюсь вот так, да? Мне удобнее, чтобы стол тут был. Капельку желтого. И так закрываю. Видите, почти половину розы добавляю. Старайтесь, чтобы вот желтого, ну совсем 3 капельки, вот, чтобы он, ну почти его там не видать, да? Ага. Да, чтобы желтый такой красивый, да, вот. Розовый почти чистый цвет был. Розовый почти чистый цвет был. Ага. И также вот этот розовый у нас будет вот с верхней, этот цвет будем наносить на верхнюю часть и на бутон. Угу. Сейчас. Угу.
Дальше я вот в этот розовый цвет, вот в этот розовый цвет добавляю чуть-чуть, кисточку возьмите большую. Ну, вот как раз, ждете красного, да? Вот теперь в этот розовый замес я беру немножко кадмий красного, рядышком алый такой, видно? Вот он, кадмий красный, рядышком с розовым. Отлично. И закрываю вот нижнюю часть. Но пока вот эту серединку, вот бокал вот этот самый-самый плотный тут, вот так, пока я его не трогаю, вот так. Закрываю нижнюю часть. Сразу можно, смотрите, вот нанесли, да, вот, и сразу можно соединить с этим светло-розовым, видно, вот так вот. И получается такой вот плавненький переход. И этот же цвет у нас будет, вот, здесь у нас роза такая, вот это уже бокал, да, вот с нижней части. Розовый и кадмий красный. Капельку масла. А где наши ушли? Вот потом так аккуратненько сразу соединяем вот эти. Пока возьмите у соседки, сейчас придут ребята, вам дадут. Смотрите, главный вот такой момент, какой, девочки, вот смотрите, видно верхняя часть розы, вот большой, крупный, светлая, а верхняя, вот разделяем мы теневыми тенями, видно, верхняя, нижняя, вот потемнее, вот так, чтобы у вас тоже разделение вот это было. И соединяем вот эти оттенки. Теперь вот в этот замес, который есть, я беру вот этот краплак рядышком, с другой стороны, видите? Бордовый краплак беру, капельку масла. Видно, вот такой темный.
И закрываю вот бокал вот сюда, вот эту серединку. Вот у нас серединка. С одной и с другой стороны. И тоже, вы смотрите, видно? Вот нижняя часть, вот она нижняя часть этой розы будет темного цвета. Плавненько вот так закрываем. Да, у нас нет четких линий, пока нет четких линий. Вот, а есть серединка самая темная. Угу. Да, и вот соединение, вот эти. Возьмите кисточку побольше. Где она у вас? Вот она, вот она. Побольше, потому что здесь-то мы пока ничего не выписываем. Вот это поменьше. Видите, вот у вас получится оранжевый. Очень же много желтого. Вот лучше вот сюда смешивайте. Ау. Да? Слушаем все. Скажите, пожалуйста, а как рисовать середину, когда все вокруг уже покрыто краской, чтобы рукой Так, еще раз, как закрывать серединку? Как рисовать середину, когда все вокруг уже покрыто краской, чтобы рукой не размазать уже нанесенные слои? Ну, держать в воздухе руку. Ты же не поняла вопроса. Как можно рисовать, написать серединку, когда вся роза уже закрыта цветом? Чтобы не испачкаться, да? Как, девочки? На весу, да? Ага. Давайте ответим на вопрос. Ага. Ну, я говорю, на весу, наверху. Угу. Да, а серединку закрываем, то есть в этот замес добавляем бордового цвета. Краплак рядышком с розовым. С другой стороны. Да. Угу. Угу. Вот сразу... Угу. Ну да, вот здесь вот говорю, в этот замес, который есть, добавляем чуть больше бордового. Ага. Бордовый, красный. Вот так. Красный. Потому что у нас был красный, в нем добавляем бордового цвета. Угу. Красный и бордовый. Получается такой красивый цвет. Кадмий красный плюс краплак. Это получается такой красивый темный цвет. Можно также еще темнее вот так сделать, чтобы это было видно. Угу. Угу. Я вот еще темнее вот сделала, чтобы понятно было, да, вот так вот. Ага, да, вот эта серединка. Вот у нас верхняя часть, то, что мы, вот она вот идет, будет серединка самая темная. Угу. И вот здесь то же самое. Самое темное. И вот так потом вниз уходим. Смотрите, еще темный цвет, можете, видите, бокал, где заканчивается, и у нас будут, вот этот лепесточек будет, видите, то нижняя часть, вот тоже так вот добавляем такой, ну, растушевываем мы с этим оттенком нижним. Вот, а серединка получается самая темная. Темный цвет еще добавьте вот сюда, девочки, вот смотрите, вот сюда, где верхние, вот над верхними лепесточками
первой нашей розы. Вот так усильте вот этот темный цвет вот здесь. Караплак плюс красный, да. Так. И чтобы не было у нас четких таких. Угу. Так, вот сюда с этим. Так, размажу. Красиво. Угу. Линии. Здесь тоже чуть-чуть можете. Вот тебе красивый цвет этот остался, да? Тоже чуть-чуть вот так размажу. Видно? Угу. Вот так. Хорошо. Ты принцесса? И тоже, чтобы не было четкой вот прям такой линии. Ага. Да, вот смотрите, тоже очень красиво, очень ярко. Смотрите, как красивенько, да? Угу. Но старайтесь, чтобы вот опять же вот здесь верхняя точка, ну вот она остается более четкой, как у вас, да? А здесь ее немножко вот так размажьте, вот так растушевывая, чтобы не было прям так очень-очень... Так, что я хотела темного? Угу. Бутон можно было розовым полностью, и сейчас вот разделим тоже его. Вот, да. Так. Угу. Тоже интересно, да? И теперь бутон, вот у нас бутон, да? Не самым ярким, темным цветом, девочки, вот смотрите, а вот средним цветом, вот этим средним цветом. Вот закрываем правую часть бутона. Закрываем правую часть бутона. Хорошо? Да. Да. Можете помягче сделать, Да, вот растушевывать, да. больше светлого, да? Да, больше светлого. Угу. Хорошо. Да, растушевываем, чтобы не было вот тоже посередине. Видите, у меня верхняя часть, она более четкая, вот откуда вот сердцевинка, вот эта серединка идет, верхняя часть, а нижняя, она вот такая более размытая. Ага. Так, хорошо. Видно, девочки? Смотрите. Угу. Да. Значит, хорошо. Да. Края лепестков мы еще будем с ними вот сейчас, как только начнем рисунок, вот розы писать, да, растушевываем. Чуть-чуть маслица есть, можно добавить, если ваш холст быстро впитывает. Угу. Дайте тоже посмотрим. Смотрите, все, осталось солнце добавить, и роза готова. Красивый. Угу. Можно немножко отдохнуть. Да. Закрываем розовым цветом, розовым смелее. Вот бутончик тоже розовым цветом. Угу. Да. Хотела, знаете, вам что показать, и эфиру тоже. Смотрите, какая ночь у нас будет. 12 апреля, таинственная, полнолуние, женская энергетика.
да, наполняем себя эмоциями, да? Так что ждем эфира. И загадываем желание. Это без этого никак. Каждый раз, когда пишете даже любую картину, это, представляете, это как мы все эти 3 часа строим, идем, знаете, и желание у нас рядышком. И мы с такими мыслями строим наше желание. Поэтому 12 апреля вот у нас такой вот пара, тут птицы. Ждем эфир тоже. Вот. И еще такие интересные. Китайскую. Ну, там тоже романтика. А вот еще одна. Тоже интересная. Вот. Здесь полет в облаках. Мы все мечтаем, мы все иногда улетаем, да. Да, тоже такая вот интересная. Это будет в следующее воскресенье. Да, 16-го, на Пасху. Ну, как раз, конечно, видите, какие у нас облака, вот, что тоже очень, она такая вот, много солнца, света впереди у нас, поэтому эфир жду. Да, и вот еще одна. А это мастихина, мы будем писать город. Видно, да? Это 11 апреля, во вторник. Да, тут мастихин, тут тоже вот вертикально, да, вот тут широкие мазочки, тут вот идут вот такие вот конкретные. Здесь очень интересно будет более, мы не быстро будем работать мастихином, а более медленно и более такие точными, широкими, длинными мазочками, да. Так что жду вас. Да. И я думаю, что нам нужно пойти на перерыв на 15 минут, немножко глаза отдохнут, а потом со свежим взглядом начнем строить нашу розу. Да? Все, на перерыв. Написали, то есть закрыли белый холст цветовыми пятнами, да? Бегом, бегом, бегом. Пока. Теперь на палитре нахожу чистое место. На палитре нахожу чистую тоненькую кисть беру, белый цвет беру. И, девочки, сейчас будем рисовать розу, писать вот эти все, вот эти лепесточки. Вот белый цвет, это будет верхний край лепестков. Да, это уже будет верхний край лепестков. Вот так. Если какие-то вот линии вот там у вас не... Это всегда можно так растушевывать, и ничего страшного, да, вот этот белый цвет. Тоненькая кисть, капельку масла и белый цвет. Вот так вот, жиденький, ну, можно не очень-очень жиденький, белый цвет. Ну, чтобы взять тоже ориентир такой, чтобы мы вошли в эту общее цветовое пятно, вот смотрите, будем ориентироваться так. Вот здесь у нас, вот где вот это, так скажем, край, да, вот следующий лепесточек, вот видно, вот этот светлый. Мы можем его вот так вот прямо разделить, вот так, раз, вот сюда, вот немножко вот сюда, и вот уходит, вот сюда вот уходит, ой, слишком много, взяла, сюда, и вот тут волнистый такой вот край, вот такой вот волнистый. Для пробы. Так вот идет.
Вот такой вот край волнистый. Это пока такая проба. Дальше. Потому что, говорю, если какие-то моменты будут, вот этот, вот смотрите, вот здесь бокал, да, вот здесь нижняя часть, вот где у нас темное пятно, да, вот это есть нижняя часть нашей розы, да. Теперь светлым этим оттенком изнутри, видно, вот здесь вот идут, вот просто делаем так по часовой стрелке, полосочки такие вот, чтобы у нас получился такой приплюснутый, вот немножко, видно? Я показала бы еще фломастером, вот такие вот светлые, по часовой стрелке такие вот идут, вот такие прерывистые верхние лепесточки такие, да? Дальше, смотрите, вот идет вот этот лепесточек. Вот смотрите, идет один лепесточек, вот такой крупный, да? Вот здесь маленький, и еще один, вот он сюда уходит, видно? То есть отсюда, вот мы с верхней части, вот еще делаем чуть-чуть пошире, вот так, и они вот спускаются немножко, смотрите, если взять серединку, видно, как сердечко, как будто, вот раз, сюда уходит вниз. Так, и еще немножко вот сюда тоже уходит, вот сюда вниз. По бокам вот так раз. Так. Это вот пока вот такие вот. Дальше. Вот, смотрите, вот этот чуть длиннее вот так уходит и почти останавливается вот здесь, почти по серединке, вот здесь вот останавливается. Вот идет такой. Вот так и уходит, и спускается вот сюда. Понятно, да, пока вот А перед тем, как следующие лепесточки сделать, смотрите, мы вот написали вот эти маленькие, да, вот сюда вот они слегка вот уходят, они не соединяются, видите, вот самые близкие вот эти, они не соединяются между собой, да, и смотрите, от них вот идет полосочка такая вот вниз, видно? Вот так идет раз, и с другой стороны, и формируется, вот уже формируется чашечка, да, полосочки так вниз уходят. Дальше, смотрите, вот этот лепесточек, вот он уже чуть ниже, вот получается, да, чуть ниже, и вот уходит перед, почти не по центру, а чуть-чуть уходит вправо. Вот так я ее беру, так, разворачивается и уходит вот сюда. Видно? А правый лепесточек, вот правый тоже, вот он разворачивается, и они уже как бы немножко друг на дружке вот так, но видно, да? И тут же формирую, вот смотрите, с левой стороны, вот здесь вот разворот вот этого лепесточка, а чуть не вот это, пишу уже вот эту сам бокал, вот так, видно? Вниз ушел, закругляю я вот нижнюю часть. И то же самое делаю с правой стороны, вот так, закругляю, вот это получается как бокал, видно, да? Да. Да. Если сейчас пока все полностью не закроем этими лепесточками, мы еще потом будем корректировать.
И вот у нас получился вот этот кусочек, вот этот бокал, вот здесь вот раз, вот справа. Угу. Теперь вот этот лепесточек, вот он, видно? Вот мы писали вот этот нижний, а потом между ними вот еще вот этот идет. Видно, да? Так, и получается вот этот. Угу. И уходит сюда. И почти, смотрите, и почти он и соединяется с уже нижним, видно? Который мы уже, первый лепесточек, видно? Вот он соединяется с этим лепесточком. Теперь вот поверх, вот уже наши серединки, мы пишем там еще какие-нибудь вот такие вот маленькие, ну, листочки можно вот так вот писать. Потом, чтобы нам немножко вот тоже понятнее уже была форма вот этой розы, смотрите. Вот, например, с левой стороны у нас здесь общая такая вот общая линия. Берем и вот так немножко делим, вот видно вот этот, делим немножко так вот этот лепесточек. И он упирается вот в наш этот, который смотрит влево. Раз. Немножко вот сюда вот можно. Вот разделяем. И здесь, смотрите, вот тоже верхний лепесточек, видно, вот этот, девочки, вот смотрите, вот этот круглый, да? Вот он уходит вот сюда. Видно, вот так соединяется и уходит вот сюда, почти соединяется с нашим первым лепесточком, который мы делали. Вот получается по часовой, да? По часовой. Все вот это идет вот так по часовой стрелке. Да. И теперь вот тоже мы писали вот эти, вот здесь вот у нас идет вот этот лепесточек и вот этот. Так. И дальше вот это, смотрите, видно, вот он, вот мы этот писали, вот он, вот он. И чуть выше вот так уходит сюда вот, еще один чуть выше лепесточек, вот такой остренький немножко. Вот уходит сюда. Так вот, волнистый такой, вот этот волнистый, вот сюда вот он уходит, сюда. И дальше уже немножко проще. Теперь смотрите, вот здесь у нас вот этот лепесточек, он, можно так сказать, целиковый, да? Теперь чуть выше вот этот, тоже у нас уголочек такой был, да? Вот я беру, его тоже делю, вот и сюда почти в центр уходит. Вот он, уголочек. Вот то, что мы писали, да? Вот почему я говорила, что мы уже придаем форму более четкую, вот тут как вокруг. И дальше вот здесь, вот это сюда уходит, этот сюда уходит. Итак, у нас делится роза.
Мгм. Да. Красота. Да, 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 вот так и идем. Да, 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 вот так и идем. Размеры другие, у меня что-то не получается. Вот это, да, эти Ага. размеры. У меня тоже такой замах. Не Я знаю. Ну, смотрите, уменьшить Как как-то. быть? Может Нет. быть, здесь с фоном уменьшить углы. ничего не надо уменьшать и ничего не надо. Мгм. Добавляем просто лепестки. Видно? Мгм. Вот она, вот бокал, да, вот правильно. Вот идет разворот. Вот этот лепесточек, просто вот этот лепесточек, видно? Его вот делайте чуть пошире. Видно? Вот сюда пойдет. И бокал вот будет вот так. Видно? Ага. А потом пойдет вот этот лепесточек сюда. Видно? Ага. Потом пойдет вот этот сюда, вот идет, вот он разворачивается. А вот вверху, если я, вот видите, у меня как слишком высоко поднимается, получается, у меня ударил слева. Ничего, вот. И дальше вот идет. Теперь вот эти вот разделяем, вот сюда разделяем. Видно? Ага. Так, где еще у нас? Вот сюда вот разделяем, уходит сюда. Да? Что у нас еще? Вот здесь можно чуть-чуть вот этот закрыть фоном. Да, закрасить надо. Вот так, пошагово. А вот здесь вот то, что я говорила, тоже опять же, смотрите, вот так разделяем и уходим сюда. Вот так. И так строим мы нашу розу. Простая королева. Такая же королева. Чего вы хотите? Так же, как и вы. Все идет как надо, не паникуйте. Вот все идет хорошо. Можно белый? Белый тебе. Угу. Давай. Куда тебе? Ну что, идем дальше, да? Нет, а можно мне тут что-то? Мне тоже что-то. Идем дальше. Сейчас. Теперь смотрите, вот пока белым цветом все это делаем. Сейчас, где белый цвет? Угу. Смотрите, главное вот эти края, которые у нас были, вот мы делили их, да? Вот так мы... Главное у нас, девочки, еще вот что, ориентир какой. Вот этот лепесточек и вот этот лепесточек, да? А потом от него вот мы строим. Вот так сюда пошел, вот здесь вот этот. Вот у нас раз пошел лепесточек, вот этот вот отсюда пошел вот сюда. Угу. Потом вот строится. Когда мы тени добавим еще более темными, да, вот тени добавим, то будет у нас, то есть роза раскроется. Вот это вот как сократить. Что подсократить? Вот эта ширина очень большая листика. Тут надо еще сюда нарисовать. Видно издалека вам, да? Это нормальный лепесточек, вот наоборот, вот этот лепесточек, он покрупнее, пошире его делаем. А то у вас собирается все вот сюда, вот. Но чем дальше, тем они больше раскрыты, да? Вот взяли немножко, и вот здесь вот получается он, этот лепесточек, вот так идет, и вот сюда аж. Чуть побольше. Тут остренький. Сюда пошел и поворачивается сюда. Вот сюда уходит. А потом вот этот. И сюда. И вот этот верхний разворачивается сюда. Вот этот так идет. И здесь вот идет. Вот они встречаются в одну точку. Да, вот они встречаются в одну точку. Здесь этот может чуть-чуть повыше поднять. Чуть-чуть повыше поднять. А вот этот уходит вот сюда.
вот уходит вот сюда. Вот так. Вот идет раз, вот сюда, а этот отсюда вот уходит сюда. Вам понятно, да? Вот так. А там вот. Один момент такой, вот я вот так, чтобы мы все понимали, да? Вот начинаем от краев, девочки, вот лепесточки. Мы с вами писали форму, общую форму, да? Вот был кружочек тут у нас, был, да? Вот он. Ага. То есть вот здесь вот острый угол был у нас, вот край, вот лепесточек тоже. Вот теперь их мы, вот этот следующий, мы вот и просто продолжаем и уходим сюда в центр. К главному, я говорила уже, что главный лепесточек у нас вот этот. И все. Вот, все лепесточки собираются в центр. Понятненько, да? Вот, только изнутри они поуже, а вот чем дальше, тем они шире и шире, да? Вот так вот идет, вот кружочек, упирается в этот лепесточек. Можно поднять его чуть побольше, повыше, вот так, да? Вот сюда. Пока, конечно, для вас это непонятно, потому что идет только контур. Как только мы добавим теней и света, главный лепесточек, вот этот и вот этот, потом все остальные собираются в центр туда, да? Так, фломастер, где у меня фломастер? Может, я вам на бумаге так вот покажу. Так хорошо. Ага. А что вам нравится? А что нравится вам, скажите? Угу. Конечно, у нее ее ни у кого нет, потому что мы только строим. Принеси мне, пожалуйста, фломастер и бумагу одну большую. Ее ни у кого нет, этой серединки. Но смотрите, какая у вас уже роза. Только нам сейчас надо добавить теней, да, вот теней побольше, усилить вот и разделение вот этих оттенков, да? И очень хорошо. Один мазок, конечно, может быть картина готовая, да, но все-таки это как мозаика. Ой, какая нежная роза. Ой, смотрите, какая она прозрачная. Вот так оставьте, да? Девочки, вот у всех эти розы у вас такие. Я смотрю, и просто больше не хочется ничего делать, а подпись ставить. Ой, извини. Ага, ну давай посмотрим у тебя тоже. Смотрите, какая классная роза, девочка. Сколько тебе лет? 8. Ага, 8. Смотрите. Ага. Она уже пошла дальше, ей некогда нас ждать. Понимаете? Нам надо идти вперед. Круто, здорово. Ага. Идем, девочки, дальше. То же самое с этой розой. Сейчас я... Вот смотрите, вот я могу фломастером показать как-нибудь, да? Вот большая роза, да? Вторая роза. Вот мы серединку вот светлыми такими, светлыми, да? Вот такими вот кренделя вот так делаем, да? Вот. Или, грубо говоря, вот так получается, да? Потом, что мы делаем? Мы строим бокал, вот он бокал, да, вот. Потом вот идет второй лепесточек, вот у нас, он тут пошире, да, вот так вот уходит, закрывает вот так. И он находится почти посередине. И второй лепесточек, еще раз вот так, раз, вот идет, да, потом уходит сюда, как сердечки, вот так, да, и строим тут же бокал, вот он идет, да, вот сюда вот,
Мгм. Дальше вот идет вот этот лепесточек, он пошире, вот так он, видно? И вот уже соединяется сбоку туда, вот соединяется сбоку. И вот тут волна вот такая идет, раз, и тоже собирается вот этот бокал. Потом еще вот лепесточек идет, тоже вот форму дается, да? Еще лепесточек. Здесь вот еще с серединки уходит. И здесь вот почти вот он так уже уходит сюда. Мне неудобно держать, вот так идет. Раз, идет бокал, идет раз, лепесточек. Второй лепесточек, здесь маленькие, вот, строится бокал. Потом еще один лепесточек, вот он перед. Потом вот сюда собирается, сюда вот так. И вот так строятся вот эти. И в конце вот он, у нас вот бокал вот такой вот сюда, раз, уходит, да? И еще один лепесточек вот сюда, вот так. И таким образом вот такие линии строятся. А потом будем делать теней вот эти добавим. Вот так со второй розой. Вот идет серединка. С левой стороны раз уходит, идет лепесточек, и с правой стороны идет лепесточек. Вот он идет вот сюда. И с правой стороны. Угу. Верхняя часть, теперь вот уточняется сам этот бокал. Угу. Потом с нижней части вот лепесточек. Угу. А вот эти треугольнички, уголочки остренькие, да, это тоже есть вот листва. Не листва, а лепесточки. И они тоже вот тянутся к центру. Видно, да? Дальше вот с правой стороны, вот он идет один, вот так вот раз, и уходит вот сюда. И еще один вот так пойдет лепесточек. О чем кто-то мне говорил, что там же светлое пятно, да? Вот мы сейчас и уточняем. Вот сюда вот такая линия. А здесь уже сюда уходит. И тут же вот делю вот у бутона край одного лепесточка, почти серединка, вот делаю светлее. Так, лучше не торопитесь с белым цветом. Лучше
Не торопитесь. Лучше мы добавим сначала теней. Вот так. А Это потом... я не белым цветом, я пытаюсь исправить. Подогнать под эту линию, которую, мне кажется, я не так провела. Все. Остановитесь. Все, ладно. Нет, хорошо. Все. Ага. Сделала? Отлично. Мгм. Так. Вот, девочки, видно? Вот такие вот светлые, такие пока линии у нас, смотрите. А у вас какая там роза? Это просто бомба. Но вот здесь уже вы уже потемнели. Ага. Профессионал работает. Ага. Отлично. О, смотрите, тоже. Как хороша, да? Идем дальше. У нас совсем немножко осталось времени. И почти розу, наши розы все готовы. Только добавить теней. Наши розы готовы. Вот построили мы эту розу. Не построили мы. Ага, построили мы ее. Вот так идет. Самое главное, вот сюда уходит. Угу. Девочки, я фломастером показывала. Вот, здесь вот показываю. Самое главное, говорю, вот в серединке вот так вот делаем, приплюснутый. Самый главный лепесточек вот раз и ходит сюда, вот он разворачивается, вот сюда, вот он. И тут же уточняю бокал. Второй лепесточек, вот он, вот сюда, вот он, упирается в этот. Угу. Дальше третий лепесточек показывала, вот он идет. Вот он идет. Вот сюда. Угу. Вот сюда уходит. И вот добавляется вот этот край. Третий, вот он сюда уходит, вот чуть ниже. Следим за рисунком. Когда вот пишем, старайтесь тоже вот как самое главное, вот сюда уходит, да? И четвертый вот сюда уходит, да? Вот идет. Раз, раз. Вот край вот такой волнистый, да? Сюда уходит. Куда он упирается, этот лепесточек? В горизонтальный лепесточек, да? Вот он сюда упирается. А этот вот такой волнистый. Да? Вот это можно потом стереть, растушевывать. Потом вот этот лепесточек, вот он, вот сюда же уходит сюда уходит внутрь, в центр собирается. Угу. Все. Угу. Вот этот, правильно, вот уходит сюда. Не в край собирается, вот он уходит сюда. Угу. Вот сюда, а потом вот этот, вот он. Надеюсь, что вам будет понятно, что я исправила там. Теперь, смотрите. Вот у нас цветы, мы собрали вот цветы, да, в форму вот этих лепестков. Теперь вот эти светлые линии, это верхняя часть, вот это вот край наших лепестков, да. Теперь мы со внутренней части лепесточков добавим больше теней. Понятно, да? Вот если взять вот этот лепесточек, да, вот начнем мы с нижней части, вот он, вот, то есть светлая линия – это край вот следующего лепестка, а под низ, из внутренней части, более темный цвет. То есть все, что находится глубоко, добавляем больше теней. Беру я кисточку, вот эту плоскую и среднюю, помыла. Хотя можно взять и так, сейчас. Можно взять вот эту волнистую, то есть как ее зовут-то? Круглая, средняя. А, забрала? Так, чтобы было, да?
Давайте попробуем, да? Вот в этот замес, который есть у нас, да? Беру я побольше бордового, такого вот бордовый, капельку масла. Видно, да? Вот прям бордовый цвет. И вот как уже говорила, давайте вместе пошагово, чтобы мы потом, так, было нам все понятно. Начиная с нижней части, вот видно, вот тут, вот видно, под нижней, вот здесь внутренняя часть этих лепесточков темная. Вот так я и делаю. Закрываю. Такой момент. Еще, знаете, вот наносим, закрываем и в это тени добавляем по форме лепестка, конечно, да? Изнутри выходит, вот смотрите, видно, вот по форме лепестка вот так раскрывается. Бордовым цветом. И внутренняя часть. И вот здесь вот. Ну, там, где самый темный, вот здесь у нас был, да, я туда больше бордового добавляю. Теперь смотрите, вот видно, там я где говорила, что главное, вот какие у нас лепесточки, да, вот первый и второй. Смотрите, вот здесь. Видите, вот тоже очень-очень, это получается нижняя часть бокала, да, вот очень-очень темного цвета, да, вот так. Немножко вот эту каемочку можно оставить, вот так, и самая-самая вот нижняя часть вот этот такой вот темного цвета. Слегка размазываем, растягиваем с этим цветом. И так дальше. То же самое вот так идет. Со внутренней части добавляю темный цвет. Смотрите, еще такой момент, да? Вот поскольку наша правая часть, правая нижняя часть много оттенков, много темного, да, то я почти половинку, или несколько чуть меньше половинки добавляю вот темного цвета. Вот здесь, где светлая роза, да, у нас немножко другой оттенок будет, да? Поэтому вот наношу я вот, усиливая вот эту нижнюю часть, и вот здесь внутри, где сам вот видно вот такие вот прям, усиливая вот эти темные пятна. Уточняю. Здесь немножко. Что делать? Сейчас придут. Чего молчишь?
вот где вот мелкие, совсем мелкие такие вот детали с самой серединки, да, мы тоненькую кисть возьмем и добавим чуть темнее. Ну да, и по форме, где остановились? Угу. Побольше бордового краплака, и вот еще усиливаем, вот здесь вот так делаем, и потом вот смотрите, видите, вот нижние все части, вот здесь вот все усиливаем, получается внутренняя часть розы. Угу. Белая каемочка, белый рисунок – это у нас верхняя часть лепестка, а внутренняя она будет чуть потемнее, вот так. И вот этим же темным цветом, пока вот дальше мы не идем, да? Дальше вот верхний, где самый светлый, мы не идем. Только вот здесь нижняя часть. Теперь тоненькую кисть взяли, вытираем, она у нас в белом цвете. И этот же темный цвет, вот теперь тоненькой кисточкой, вот внутренняя часть, вот видно, это же тоненькой кисточкой, вот внутреннюю часть, там, где вот рисунок белый, между этими белыми полосочками добавляем темным, еще темнее. Видно, да, вот где белый, вот еще больше, чистый бордовый цвет беру, чуть-чуть с маслом, чистый бордовый цвет с маслом. Угу. И вот так добавляю, то где вдоль чашки, вот здесь вот так идет. Вот смотрите, здесь видно, где этот лепесточек наш, который идет, и следующий, вот, который сгибается вот вдоль, прям такое темное пятно. Угу. И вот где формируется сама чаша, видно? Вот здесь вот, где формируется, вот, тоже вот идет очень такой темный цвет. Между этими полосочками светлыми. Тебе пока достаточно. Так, вот еще здесь где бока.
вот где формируется чаша, видно, то есть бокал вот этот, тоже вот сюда вот у вас. Мгм. Здесь так, чтобы, и тогда будет выделяться. И тоже вот эту линию, которую вот мы наносим темную, самую темную, да, тоже старайтесь, чтобы не было четко, слегка растушевывайте с фоном, да. Какая она у вас прозрачная. Какая она у вас прозрачная. Ну, посмелее с бордовым цветом. Посмелее, так, посерединке, чтобы... посередине, и вот здесь, где... Закончился. Так. Краплак. Вот смотрите, сразу, чтобы было вам понятно, вот вы рисунок сделали хорошо, да, но вот сейчас надо его, вот смотрите, вот этот лепесточек какой красивый у вас, да, и из-под низу вот возьмите вот прям посмелее вот эту чашу, вот этот бокал тоже видно? Посмелее вот так вот наносим вот цвет, вот он, да? Вот вы же разделили вот так вот, посмелее, раз сюда, и вот здесь то же самое, вот здесь вот изнутри, посмелее с бордовым цветом, вот идет, вот вдоль вот этих светлых всех пятен, да, вот сюда немножко, вот посерединке, вот тут разделяем, видно? Вот с нижней части, как идет этот лепесточек, вот сюда уходит, да? Вот это растушевываем так, нет четкого пятна. Вот потом здесь вот пойдет у вас так, да? Вот растушевываем, лепесточек так и растет, да? Как растет, так и идет. Вот сюда, вот посмелее, вот так. И будете вот, потом проявится ваша роза. Видно? Вот сюда, вот так. Более выразительно и более такие вот. С этим темным же цветом теперь правая роза, верхняя роза. Капельку берем масла, такой же бордовый цвет. И теперь смотрите, девочки, видите, вот нижний лепесточек, он самый-самый темный, видно? Вот так я его усиливаю, вот так цветом. Вот сюда по правой части вот так вот все идет таким темным цветом. Я наношу и чуть-чуть вот растушевываю все-таки вот этот бордовый цвет, чтобы вот здесь бокал. Изнутри идет темный цвет. Посмотрим немножко сдалека, да?
яркие, красивые. Ага. Чуть-чуть сейчас нам надо будет вот здесь тоже слегка, чуть-чуть потемнее вот так вот делать, вот нежно, да? А вот верхняя часть вот этих роз, да, где розовый цвет, вот где розовый цвет, вот здесь, да, я беру немножко вот, ну, кисточку, помыла, я овальную вот эту среднюю возвращаюсь, да, и беру, помыла ее немножко, чтобы не такая она темная была. И беру немножко розового с этим красным цветом рядом, два оттенка. Розовый с красным. Видно, вот чуть-чуть темненький вот получается. Хорошо. Смотрите, видно? Розовый, чуть-чуть красный, кадмий красный. И то же самое вот делю, видно, вот разница уже. То же самое разделяю вот эти лепесточки. Так, разделяю. Ой. Розовый, пусть немножко красненького. Слегка растушевываем. Я перезвоню. Угу. Можно пальчиком так слегка тоже размазывать, да, вот мягко, чтобы было. Угу. И нам надо помыть вот эту плоскую среднюю кисть. Вот плоскую среднюю. Я слушаю, поэтому буду дома. Я все равно не успела. Угу. Ну, у вас хорошо. Ну что? Давайте Я издалека. буду послушаю, я послушаю сетень, я просто не успела и просто буду уже калякать. Ага. Видно? Ага. Только вам теперь осталось вот, тени добавить. Угу. Вы можете его даже сейчас так оставить, а сейчас мы будем белым цветом, и вот наоборот белым цветом вот осветлять, а тени пока можете так оставить, да? Белым цветом. А теперь угу. Так, держим. Что-то я тут заблудилась. Заблудились? Ну давайте издалека посмотрим. Смотрите. Объемная, как
Да. Ага. А представьте сейчас... Слева что-то не хватает, да? Слева? Слева солнца не хватает. Сейчас мы белый цвет добавим. Да? Теперь мы светлые оттенки добавим. Вот видите, с левой стороны больше солнца. И вот мы вот по краям, от краев вот этих лепестков, вот с левой стороны еще больше белого добавим. Добавим вот сюда, на главный наш лепесточек, в самый центр. Видно? Вот здесь вот. Вот сюда добавим. Потом вот изгиб вот этот сюда пойдет, тоже добавим. Более выразительные такие моменты. И вот здесь то же самое. Вот это развернутый красивый у вас лепесточек. Вот он есть, да? Слева, больше с левой стороны. Давайте солнце добавим. Можно помыть вот эту плоскую кисть. Она чуть пошире. Помыли ее быстренько. Помыли? Плоскую среднюю кисть. Помыли. Смело, смело, смело. Из внутренней части, вот внутри добавляем розовый цвет. Помыли плоскую среднюю кисть, девочки. Помыли ее. Она должна быть чистая. Покажите мне кисточку. Чистая? Чистая. Классная. Все. Ага, отлично. Все. А теперь взяли белый цвет. Чисто белый цвет. Капельку масла. Белый цвет, когда мы будем наносить, смотрите, теперь что? Я начинаю с верхней части, да? С верхней части розы, да? Тени мы пошли с теневой части, а свет начинает с верхней части. Смотрите, вот видно, вот с левой стороны, больше с левой стороны лепесточки все такие светлые, да? Вот беру от краев и так начинаю вот так уже с краев туда внутрь добавляю. Вот сюда, вот больше с левой стороны, вот так. Видно? Вот так размазываю, растушевывает слегка. Но стараюсь, чтобы вот эта теневая часть все-таки осталась, да? Вот сюда, вот немножко вот сюда, вот так внутрь идет. От, конечно, конечно, вот уже он уже пачкается, надо почаще вытирать, чтобы все-таки остался цвет, да? Вот так, сюда, немножко вот сюда вот идет, да, вот тут как от краев туда внутрь уходит, видно? От краев внутрь. Вот слегка. Вытираем кисть. Потом, смотрите, чуть-чуть пожирнее можно наносить уже, о чем я говорила, да? Вот главный у нас лепесточек. Здесь вот этот разворот, вот этот согнутый лепесточек, вот добавляем чуть больше белого. Вот видно? Вот так. Да, у вас тоже прозрачно. Только вытираем кисть. Так. Теперь вот немножко вот этот разворот вот этого лепесточка. Если вам не, ну лучше вот так. Давайте с больших еще. Вот сюда добавляю, чтобы на контрасте был этот лепесточек. Ниже тоже вот он идет, да? И вот сюда вот этот, который сгибается, вот сюда, вот, который уходит сюда. Вот он идет, тоже волнистый такой вот так. И сюда вот уходит. Вот он. Разворачивается вот так. Вот, уходит внутрь. Видно?
сюда, вот на край, который перед. Сюда. Старайтесь постоянно кисточку вытирать, чтобы... Хорошо. Да. Смелее, да, с белым. Сейчас я еще здесь. Мгм. Получается вот эта часть. Смелее. Мгм. Что это делала? Ну, я же вам делала чуть пошире. Я пыталась. Ну, чуть пошире надо вот этот лепесточек. Где, ну, сейчас белый цвет возьму. Вот один вот у вас идет, да? Мгм. Вот этот. Мгм. Вот этот разворачивается. Вот он у вас. Вот сюда уходит, да? Да. Отлично. Мгм. Этот идет вот так. Вот он. Да? Мгм. Дальше вот этот. Вот мы возьмем его и спустим. Вот он идет. Так. Вот он волнистый. Вот сюда уходит. Видно? А здесь должен быть темный цвет. Видно? Вот прям бордовый такой вот. Остатки. А вот здесь должен быть вот сама чаша вот идет. Мгм. Бордовый цвет. Чуть-чуть посильнее. Видно? Ага. И еще вот один лепесточек. Вот. Мы сделаем его вот так, сюда. Понятненько, да? Ага. А потом вот то, что вот это, добавьте вот темных оттенков вот изнутри. Угу. Вот. То, что я вот усиливаем вот с правой стороны вот этот бокал, вот так вот, и из внутренней части. И дальше иду, вот тоже белый цвет. И также вот со второй розы. Девочки, вот самое главное вот в этой розе, что у нас? Два лепестка. Вот они, вот на самом деле, вот они должны быть самые-самые яркими, такие вот жирненькие, да, вот это. И теперь вот чуть-чуть вот сюда, вот на этом, вот видите, вот край, здесь у нас очень-очень темный, вот здесь очень темный, да, а край вот тоже, он такой вот волнистый и самый вот такой вот светлый. Вот положили цвет, да, сейчас. Вот положили цвет, да, а потом вот так мягко растушевываем. Видно? У вас то же самое. У вас то же самое. Угу. Вот так. Вот это, смотрите, серединка, которая у нас бокал, да, вот еще где. Ага. Так. Смотрите, вот у всех он же есть бокал вот это, да? Вот где вот это лепесточек, ладно. Вот серединка вот чуть-чуть вот размажьте, вот разгладьте вот серединку вот так, чтобы слегка вот этот лепесточек такой светленький был, да? Вот у нас раз, и сюда вот немножко уходит. Раз. И то же самое, девочки, с верхней розой. Можно начать вот с центральной, да, можно с верхней, вот так вот идет, раз, вот смотрите, видно, вот здесь левая часть, вот левая часть, прямо она светлая-светлая, давайте вот отсюда начнем, прям белый цвет вот идет, видно?
Вот так. Мгм. Дальше второй лепесточек. Мгм. Центральный. Мгм. И вот этот вот, смотрите, вот главный, который, вот он. Так, а потом вот придаем форму какой развернутой. Я посмотрю. Нет, И вы, начинаю дергаться. да, нет, вы пошагово идете очень хорошо. Только скорость у вас чуть-чуть. Ну, потому что я, знаете, еще Да, краски не умею да. смешивать, пока я намешаю. поскольку Ага. первый А раз так вот очень картина, хорошо. Я посмотрю, А, я ну свет. дома все сделаю. Все, это тоже интересный такой вот, потому что лучше увидеть. Доделаю дома. Поняли, что надо делать? Да. Ага. Ну, немножко добавьте, хотя вот здесь на... Я над этим не работаю. Ну, вот добавим. Девочки. Ага. Ой, как мягко, ой, как красиво. Вот добавляем, да, покажу. Видно? Мгм. Очень нежненько. А? Добавляем вот этот белый цвет. Солнце добавляем. Мгм. Немножко один такой блик можно вот на правую такую верхнюю часть. Ага. Что нам остается еще делать-то? Листву? Да? Мгм. Последние штрихи остаются у нас, да? Все в трансе. Немножко отвлечемся от розы. И вот на бутоне, да, есть зелень, есть эти листочки зеленые, да? Есть листочки зеленые. Тоненькую кисть можно взять. Взяли тоненькую кисть? Не слышу. Тоненькую кисть взяли. Потому что розы, я смотрю, у всех уже давным-давно готовы. Только мы просто... О, какая красота. Теперь, девочки, беру тоненькую кисть. Ну, можно взять вот тоненькую, но лучше тоненькую, да? И смотрите, у нас на палитре остался вот этот салатовый цвет. Остался.
вот тоненькой кисточкой мы сейчас вот возьмем и добавим вот эти зелененькие такие вот листочки, да? Смотрите, вот весь бутон нижней части, вот здесь вот он у нас идет вот такой вот в зеленом цвете, видно? Я поверх розового добавляю вот салатовый зеленый такой цвет. И вот эти, видно? А листочки прям на розовый цвет добавляю вот этот салатовый цвет. Это желтый. Ага. Плюс голубой. Желтый плюс голубой. Угу. И вот этот салатовый цвет, он еще идет слегка вдоль самого бутона, да? Вот, и поверх вот такого розового цвета. А чтобы он был более выразительным, да? Вот более такой выразительный. Вытираю кисть. Вытираю кисть, окунула эту кисть в бордовый цвет, вот в бордовый цвет, девочки, последний штрих. Ага. И вот смотрите, вот где вот разделяются вот эти лепесточки, да, вдоль белой этой полосочки, я добавляю еще такие вот бордовые, видно? Так черявенькие. Потом вытираю кисточку, видно, с левой стороны, вытираю кисточку, ну чуть-чуть осталось. И у меня на палитре еще есть вот такой темно-зеленый цвет. Да? Ну, чуть-чуть добавим теней вот на этой зелени, да? И вот где вот эти листочки, я вот с левой стороны еще так немножко добавляю вдоль, добавляю вот такие вот, ну, темненькие, зеленые такие вот, уточняю так, скажем. Ну, прям такой вот яркий. Последние штрихи остаются, да? Угу. Сделали, да? Отлично. Да, очень красиво. Классно. Теперь вытираю кисть тоненькую. Взяла, помыла ее. Тоненькую кисть взяли? Ох ты, ох ты. Нет, ничего. Ага. Угу. Взяли тоненькую кисть, да? Бутон какой. Бутон какой. Очень. Ну, прямо уж очень. Тоненькую кисть взяли. Угу. Взяли. Да. Ага. Окунули в масло и в бордовый цвет еще раз. Вот такой бордовый цвет. Нам же надо смотреть издалека, да? Потому что так картина перед нами, иногда вот нам надо ее
издалека смотреть. Взяли тоненькую кисть, девочки, да? Взяли тоненькую кисть. Бордовый цвет. И вот где рядышком, здесь, где фон у нас светлый, да, вот так, в правом нижнем углу ставим подпись. Бордовым цветом ставим подпись. Потому что я вижу, что начинает розу, вы начинаете переделать их, уже вторую картину писать. Ставим подпись. Рано. Ну, сейчас посмотрим издалека. Угу. И эфир то же самое делает. Оставляем кисть, да. Мы им будем показывать, оставили, мы им, а они нам, да. Ага. И сейчас посмотрим. Вот понимаете, да? Чувствуете, что вы сейчас что-нибудь да испортите. Поэтому вовремя надо остановиться. Не убирается? Не убирается. Пусть так будет. Коричневые. Посмотрим сейчас. Рамочки. Да. Не рамка волшебная, ваша рука прям. Смотрите. Супер? Да. Браво вам. Браво, браво вам. Это вторая ваша картина? Ну вы просто... Тут, знаете, с 22-го раза не получаются розы, а у вас вот прямо поздравляю. Держим. Угу. Ой, смотрите, какая классная тоже. Смотрите, какая. Так у вас у всех. Да, такие классные, да. Опс. Нежная. Давайте девочку посмотрим. Красавицу. Она так старалась. Смотрите. Браво. Браво. Смотри, какие красивые у тебя они. И подпись такая классная. А внутри прям вот прям сердечко у тебя. Вот эти главные розы. Да, и хочется, чтобы мы все разом поднимали картины и показывали сразу все наши картины. Смотрите, еще какая классная. Поднимаем, вот можно поднять все эти картины. Смотрите, какая обалденная. Изумительно. Нет, у вас у всех такие красивые розы. Давайте в эфире поднимем картины и покажем все, потому что, к сожалению, не могу все показать. Вот. Поднимаем все картины, девочки. Поднимаем картины. Вот туда в эфир, да. И наш мастер-класс на этом закончен. Все, всем пока, эфир пока.